Привет! В этом видео вы узнаете 9 вещей, о которых круизные компании никогда вам не расскажут, которые не прописаны ни в каких официальных документах и уж тем более в рекламных брошюрках, но которые не лишним было бы знать для того, чтобы ваш отдых на круизном лайнере не омрачился никакими неприятностями и вы бы получили стопроцентное удовольствие от своего отдыха. Итак, 9 вещей, о которых никогда не расскажут круизные компании. Поехали! Да, кстати, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе. Конечно, отправляясь в круиз, следует изучить маршрут, следует изучить особенности и места посещения круизного лайнера. Но если вы думаете, что плавание на корабле всегда проходит именно так, как вам об этом рассказывают, к сожалению, это не всегда так. Причем знакомство с новыми городами и странами может пройти совсем не по тому плану, который вы изначально предполагали, или даже совсем не так, как вы ожидали. Итак, что скрывают круизные компании? Пункт первый. Вы купили круизный билет, надеясь побывать в определенном месте, в определенной стране, в определенном городе и посмотреть самые интересные достопримечательности этого места. Отлично и хорошо, если так и произойдет, но так может быть далеко не всегда. Да, конечно, зачастую стоянки в круизных портах отменяются или меняются из-за непогоды, но это только половина правды. Иногда это делается из абсолютно других соображений. К примеру, капитан решил, что лучше миновать остановку по причине того, что лайнеру не подходит данный порт. Приготовьтесь к тому, что не все места остановок, заявленные оператором, вы сможете увидеть собственными глазами. Пункт второй. Опоздание на круизный корабль. Конечно, известная пословица «семеро одного не ждут», и корабль вполне имеет право и может отплыть и без вас. Безответственных туристов на самом деле не любят нигде, но и тем более ждун – это не является характеристикой капитана круизного корабля. Поэтому не следует полагаться на высокую стоимость билетов и понимание экипажа. Заранее планируйте свое время для отдыха на берегу. В самом крайнем случае позвоните на лайнер или непосредственно круизному оператору. Возможно, вам пойдут навстречу. Но, скорее всего, до следующей остановки вам придется добираться самостоятельно. Пункт третий. Безопасность на корабле. Можно вполне предполагать, что экипаж судна делает все, чтобы ваше путешествие и ваш отдых ничем не омрачались. Однако, как и в любом другом месте, где много народу, как и в гостиницах, как и в городе, круизный лайнер тоже не застрахован от неприятностей, от преступлений, от происшествий. И, конечно же, никто не позаботится о ваших материальных ценностях больше, чем вы сами. Поэтому, может быть, и банальный совет, но реальный и на собственном опыте в том числе убежденный. Не оставляйте ценных вещей без присмотра. Для этого в каютах есть сейфы, которые вполне можно использовать. Помните о том, что воришки бывают везде, и преступления, к сожалению, также совершаются, в том числе и на круизном лайнере. А вообще, ведите себя сами прилично, не хулиганьте, не давайте повода команде круизного лайнера вас арестовать. Если вы думаете, что на круизном лайнере нет тюрьмы, вы ошибаетесь. Тем более, когда круизный лайнер находится в море, некоторые туристы любят перебарщивать со спиртным. И не только из-за этого. Бывают скандалы, бывают разборки, семейные разборки, всякое бывает. Поэтому на каждом круизном корабле обязательно есть одна или две выделенные каюты, которые используются для содержания чересчур буйных или некорректно ведущих себя пассажиров. Пункт пятый. Не выбрасывайте за борт, пожалуйста, никакие вещи. Ни ценные, ни мусор. Круизные компании в этом плане даже более строги, чем морское законодательство в целом. Многие отдыхающие не знают, но круизные лайнеры свои отработанные отходы очень часто реально серьезно перерабатывают и делают все, чтобы как можно больше снизить нагрузку на экосистему. Если у вас каким-то образом вы на борту сможете найти эколога или будет проводиться экскурсия, экологическая экскурсия, обязательно воспользуйтесь этой возможностью, потому что вам расскажут о том, что вы, наверное, в другом случае никогда и не узнали бы. Вы удивитесь, но это крайне интересная сторона жизни круизного судна.
И тем не менее, круизные лайнеры вносят существенный вклад в загрязнение окружающей среды, к большому сожалению. Пункт 6. Пропавшие без вести. Пропавшие в круизе люди, к сожалению, не редкость. На самом деле, в среднем в год порядка 20 человек пропадают бесследно. И этого не надо пугаться. В жизни, в обычной жизни, в городе пропасть может все что угодно, тем более, что на круизном корабле стараются предусмотреть все возможные случаи, чтобы человек тупо не выбросился за борт. Но бывает всякое. Как пропадают люди в круизе? По-разному. Кто-то падает за борт, хотя это и довольно сложно провернуть. Кто-то не успевает вернуться на борт после отдыха во время стоянки. С кем-то происходит несчастный случай на берегу. Но это не значит, конечно, что стоит бояться круизов и их избегать, или что вы можете пропасть без вести ни с того ни с сего. Такого, конечно, не происходит. Берегите себя, не пейте слишком много спиртного, не пытайтесь перелезть через перила на палубе. Как ни странно, но есть категория отдыхающих, для которых соблазн сделать селфи в необычных местах или искупаться в открытом море слишком велик. И старайтесь не опаздывать на лайнер. Тема печальная – смерть. Да, в круизах бывают случаи, когда люди умирают, и люди умирают всегда и везде, и от любых причин. Поэтому, да, на корабле есть морг. Об этом вам тоже никто заранее не расскажет, да и зачем вам это знать на самом деле. Но на корабле есть морг. И по статистике, каждый год из круизов не возвращаются живыми около 200 туристов. Много это или мало, сложно сказать. Но если вы слышите по громкой связи «Операция «Восходящая звезда» на английском языке, это означает, что на борту кто-то, к сожалению, скончался. Хитрости, связанные с регистрацией компаний круизных кораблей. Зачастую владельцы круизных кораблей, находящиеся даже в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, в Италии, в Испании, в Европе, регистрируют свои корабли, на самом деле, в Панаме, на Багамских островах, то есть там, где законодательство, естественно, гораздо более либерально относится к правилам управления, к правилам сдачи отчетности и так далее. Жесточайшие правила отмены брони. То, что написано в договоре, как правило, мелким текстом и читается немногими людьми, особенно тем, кто первый раз бронирует круизные путешествия, имеет смысл на это обращать особенное внимание и четко отслеживать время, потому что большинство круизных компаний, если не все, имеют очень жесткие правила отмены заказанного билета, отмены брони. В частности, вы, если отменяете круиз по вашей вине, в срок позже, чем за 90 дней до начала круиза, вы можете потерять 25% от стоимости билета. И причем оплата до этого времени оплата должна быть полная. Если же вы отменяете за меньше, чем за месяц, можете потерять и все 100. Конечно, сейчас, в это время, когда коронавирусная пандемия бушует по миру, многие круизные компании смягчили эти требования и позволяют даже отменять круизы до 48 часов до начала поездки. Но, тем не менее, я думаю, что когда вся эта истерия пройдет и уляжется, и все возобновится, как обычно происходило, все круизный отдых без проблем, круизные компании вернут свои драконовские требования к отмене брони. Кстати, имейте в виду, что многие круизные операторы приравнивают изменение имени пассажира к отмене покупки билета. Заранее узнайте у выбранной компании, грозят ли вам штрафы в случае, если вашего партнера, попутчика по путешествию придется кем-то заменить. Бронь и покупка билета являются неким подтверждением вашего согласия со всеми условиями круизного контракта. Прежде чем переводить деньги за путешествие, выясните все мелочи и ознакомьтесь с основными пунктами договора. Например, некоторые операторы вносят в него пункт, следуя которому вы не вправе помешать экипажу обыскать каюту, если у капитана и команды есть на то основания. Что любопытно, многие круизные компании имеют тоже в своем договоре, это мелким текстом, мелким шрифтом написанное, что они не несут ответственности за своих подрядчиков. Такое тоже бывает. И в этом случае то, что вы можете получить некачественную еду или недобросовестные услуги в спа-салоне, круизная компания перед вами не виновата. И еще одно. Круизные компании нередко вносят в договор и пункт о том, что оператор
в лице экипажа или профессиональных фотографов имеет право фотографировать вас и использовать полученные снимки в маркетинговых целях. С другой стороны, компания может запретить отдыхающим публиковать снятые в круизе фото на различных площадках, в соцсетях или блогах. Относиться к данным нюансам следует со всей серьезностью и вниманием. Итак, выбирая свое путешествие и особенно организующую это путешествие круизную компанию, пожалуйста, обращайте внимание на все пункты вашего круизного договора, круизного билета, который является договором. Особенно все внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом. Операторы стараются умолчать о многих вещах, которых вам надо знать и которые рекомендуется знать для того, чтобы ваше путешествие было максимально безопасным, комфортным и удобным. Следуя этим простым правилам, вы убережете себя от возможных неприятностей во время путешествия и сможете отдохнуть нормально. А тем более, если вы еще не являетесь прожженным морским волком, поверьте, впереди еще очень много интересного и познавательного, то, о чем вы, может быть, даже не догадываетесь, или во всяком случае у себя на канале я стараюсь рассказывать самую важную и самую существенную и самую интересную информацию, которая не помешает вам при планировании круизного отдыха, и в любом случае советую вам пересматривать эти видео, пересматривать эти ролики, особенно на те темы, которые вас могут интересовать в этот момент. Не пожалеете. А что бы вы еще хотели бы узнать о круизных путешествиях, но боялись спросить, задавайте вопросы в комментариях, пишите, что вам понравилось, что не понравилось. И я с радостью, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И делитесь этим роликом с друзьями. Впереди нас ждет еще много интересного. А я буду рассказывать обо всем, что вас может интересовать.